Представим ситуацию, когда ты опытный сисадмин огромной корпорации монстров. И вот опять и снова проверяешь, почему же в систему проникли неизвестные. Это невозможно, думаешь ты, вспоминая, как недавно настоятельно просил всех сотрудников обновить пароли. Ты открываешь файл с сохраненными данными и замечаешь, большинство паролей выглядит одинаково. Короткие комбинации, почти все заканчиваются цифрами, большинство букв в нижнем регистре содержат все ошибки дефолтных паролей. Взлом с этим уровнем защиты дело пары минут. И ты об этом осведомлен, но похоже твои коллеги не очень разбираются в этом. Звучит эта история драматично, не правда ли? Но проблема слабых паролей более чем реальна. Давайте разберемся, почему пользователи склонны к выбору простых паролей, какие ошибки они совершают и как подобные привычки ставят под угрозу личные данные. Что такое брутфорс? Какие приложения или же софт используются для брутфорса? Какие пароли более склонны к этому виду деятельности? Какова актуальность брутфорса в 2025 году? Где хакеры берут дампы и базы данных с паролями? Как обезопасить себя и свои данные? Приведу примеры и отвечу на все эти вопросы и даже более в этом видео. Приятного просмотра. Видео сделано в информативных развлекательных целях. Вся информация взята в открытом доступе в сети интернет. Цель канала лишь информировать вас о происходящем в интернете. Помните, я или моя напарница не несем ответственности за дальнейшие ваши действия после просмотра этого видео. Завершение пароля одной-двумя цифрами – распространенный паттерн. Для пользователя это удобно. Добавив слово, например, своему имени или названию любимой команды пару цифр, можно облегчить запоминание. Однако хакеры уже давно знают об этом трюке и при подборе паролей часто пробуют такие комбинации в первую очередь. В словарных атаках подобные варианты включены в базовые списки. Как пример, пароли вида Password 1, Sunshine 2 или QWERTY 3 легко вычислить. Программа для взлома, используя доступные алгоритмы и паттерны, подбирает их за считанные секунды. Лень, спешка и необходимость помнить десятки разных паролей – это главная причина. Мы часто создаем пароли на ходу, стараясь быстрее завершить настройку. Также в дело вступает привычка. Многие считают, что их личные данные не столь ценны, чтобы кто-то пытался взломать именно их. Эта наивность и стремление к комфорту подталкивает к выбору простых шаблонных комбинаций. Будучи менеджером компании, не устанавливая пароль для корпоративной почты в виде привычной для тебя имя 123. Кто захочет взломать тебя? Не секретные данные хранишь? Но и на такой аккаунт найдется спрос. Ведь чтобы проверить вместимость и оценить их важность, сначала нужно получить доступ к этим данным. Спустя неделю твоя почта оказывается взломанной, а доступ к конфиденциальной информации компании под угрозой. Анализ популярных паролей показывает, что в большинстве случаев они состоят из 6 или 8 символов, включающих только буквы и пару цифр. Пароли вроде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Password или QWERTY стабильно входят в самых часто используемых и самых легко взламываемых паролей. Чем короче и проще пароль, тем легче алгоритмам подбора его взломать. Пароли, содержащие только цифры или только буквы в нижнем регистре, представляют собой низкий уровень защиты. Причина в том, что комбинации из этих символов ограничены и легко поддаются бруту. Варьируя только 10 цифр, 0-9 или 26 букв, хакеры могут быстро найти подходящее сочетание. Представьте, что у вас есть ящик с 10 ключами, и вам нужно найти нужный. Пробуя все подряд, вы рано или поздно его откроете. Чем больше ключей, тем сложнее подобрать правильный. Именно поэтому наличие букв разного регистра, цифр и специальных символов увеличивает твою безопасность. Часто пользователи выбирают пароли, основанные на личной информации, именах детей, датах рождений, любимых командах, животных и так далее. Но проблема в том, что такая информация может быть легко доступна и вовсе подобрана угадками. Подобные паттерны – находка для хакеров, потому что они сужают круг поиска. Также популярны простые последовательности типа 1, 2, 3, 4, ABCD, вышеупомянутый password или админ. Это удобные и легко запоминающиеся комбинации, спорить я не буду, но как раз поэтому они используются в первую очередь при взломах. Чем короче и проще пароль, тем быстрее его можно взломать с помощью героя нашего видео брутфорса. Примерно каждая дополнительная буква, цифра или символ увеличивает сложность пароля экспоненциально. Таким образом, пароль ABC123 можно подобрать за считанные секунды,
А вот такой пароль, как вы видите сейчас на экране, значительно сложнее, и его взлом потребует больше времени и вычислительных ресурсов. Если система требует 8-значный пароль, но никто не добавляет специальные символы, злоумышленник легко получит доступ, перебрав известные комбинации. Увеличьте длину до 12 символов с миксом букв, цифр и символов, и безопасность возрастет в разы. Проблема слабых паролей становится все актуальнее, и выбор привычных простых сочетаний делает личные данные уязвимыми. Помните, что хакеры рассчитывают именно на то, что пользователи пойдут по пути наименьшего сопротивления. Сделайте свой пароль сложным, длинным, разнообразным. Пусть он станет надежной защитой, а не очередной целью для брута. Итак, страшно и непонятно для многих название Brute Force. Это одна из самых простых и потому самых опасных техник для взлома паролей. И даже сейчас, в 2025 году, она довольно актуальна. Для Brute Force атак используются мощные программы, предназначенные для перебора всех возможных комбинаций символов. Некоторые из них давно стали стандартом для хакеров, среди них мы можем выделить эти 3 наиболее популярных сервиса. Hydra – мощный инструмент для атаки на онлайн-сервисы, способный работать по множеству протоколов, таких как FTP, SSH и HTTP. John Reaper – программа, которая разламывает зашифрованные пароли, в основном используя словари и хэши. Hashcat – универсальный инструмент для брутфорса, поддерживающий GPU для увеличения скорости взлома в десятки раз. Эти программы разработаны не только для опытных юзеров, но и для новичков. Интерфейсы некоторых из них, интуитивно понятны, что только увеличивает число потенциальных атакующих. Но что делает их особенно эффективными? Скорость, гибкость и настраиваемые алгоритмы позволяют им подобрать пароли практически к любому сервису. Представьте бесконечный набор ключей. Сценарий для брутфорс атаки — это программа, которая пытается подобрать верный ключ к замку, подбирая возможные комбинации. Некоторые атаки идут путем грубой силы. Перебирать каждый символ поочередно, но умные алгоритмы используют словарные атаки, где проверяют слова и популярные фразы из специальных баз данных. Вот сразу пример. Программа начинает проверять стандартные комбинации, например, password, QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6, и продолжает список по популярным шаблонам. Если атака идет на конкретного человека, к словарю добавляются известные данные, например, имя, год рождения или любимая команда, и в этом случае результат очевиден. Среди паролей есть и свои знаменитости, их выбирает огромное число людей, что делает их легкой добычей для мамкиных хакеров. Вот несколько примеров, которые попадают под удары первыми. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Password, QWERTY. Имена и даты. Пароль типа Анна 2000 также весьма популярен и легко взламывается. Эти пароли ломаются в первую очередь потому, что программы для подбора сразу проверяют их в своей базе. Подобные шаблоны и простой набор символов не требуют много времени на взлом. Система перебора моментально находит нужное сочетание. Современное ПО для брутфорс атак оснащено функциями, делающими его мощным и невероятно эффективным, такими как поддержка GPU. За счет использования видеокарт такие программы как Hashcat многократно ускоряют процесс подбора пароля, а также многофункциональность, возможность атаковать разные типы аккаунтов и использовать гибкие алгоритмы перебора, словарные атаки и гибкость паттернов. Вместо перебора всех возможных комбинаций программа может сразу начинать с популярных шаблонов. Такое программное обеспечение не стоит на месте, его возможности расширяются и атаки становятся все более и более утонченными. Подобные улучшения позволяют буквально чувствовать слабые места в защите. Время взлома зависит от сложности пароля и вычислительной мощности атакующей системы. Простой пятизначный пароль может взломать практически мгновенно, менее чем за 1 секунду. С увеличением количества символов и добавлением специальных знаков, цифр и букв разного регистра время взлома увеличивается. И вот сравнение. Чтобы взломать комбинацию на экране, потребуется намного больше времени, от нескольких часов до нескольких дней. А если создать уникальный пароль длиной от 12 символов с использованием специальных символов, время взлома может увеличиться до месяцев или даже лет. Brute Force не просто набор символов, а реальная угроза безопасности данных. Слабые пароли — это легкая цель, которую хакеры вскрывают за секунды. Учитывая, насколько легко защититься, просто добавив длину, уникальность и многофакторную аутентификацию, есть смысл делать это прямо сейчас. Ваши данные достойны надежного замка, а не просто пароля. Попасть в базу с паролями — это мечта любого хакера, ведь доступ к таким данным дает кучу возможностей. Есть несколько основных путей, как это делается, и про них я расскажу прямо сейчас. Взлом через уязвимости сайта
или сервера. Старая добрая техника, когда хакеры находят дыру в защите сайта и, используя SQL-инъекции или эксплойты, проникают в базу данных. Иногда даже не нужно быть суперпрофи, многие сайты держат данные как попало, забывая про базовые меры безопасности. Фишинговые атаки и сюда попадают те, кто любит кликать на всякие спамы и фальшивые письма от банков. Задача простая, это выудить логин и пароль прямо у пользователя, а потом затестить их везде, где только можно. Специальная инженерия тут игра в одни ворота на человеческой доверчивости. Когда ты знаешь, что пользователь сам напишет пароль в личку, если попросить как админ, никакой взлом не нужен, а потом дело техники. Полученные данные загоняют в базы для брутфорса так, чтобы проверить валидность, подходят ли те же пароли для других сервисов. Словари — это просто кладезь для хакеров. Если специальный арсенал словарных баз от стандартных слов вроде password до целых шахматных книг с именами, датами, фразами, фишка в том, что народ чаще всего использует предсказуемые комбинации, особенно если можно что-то легко запомнить. Гибридные методы прокачивают это дело еще дольше. Например, ты берешь словарь, но комбинируешь слова и цифры или меняешь символы на похожие. Одно password вместо другого password. Будет пример сейчас на экране. Схема позволяет хакерам пройтись по самой популярной классике, а потом автоматом загонять кучу вариаций. Результат — взломанные пароли без особого напряга. Прямо скажу, ассортимент обновляется часто. Стоит случиться крупной утечки, новая база мгновенно разлетается по теневому интернету. Времена, когда базы обновлялись раз в год, давно прошли. Появился новый слив на форумах, уже через пару дней раздают или продают свежие базы, так как это было в недавнем событии с букмекером OneWin. Чем больше утечек, тем больше паролей у хакеров под рукой. Они комбинируют старые и новые данные, получая все более полные базы для взлома. И если ты один раз засветил свой пароль, шансы, что он всплывет в следующих базах, только растут. На теневых форумах базы делятся на два типа: бесплатные и платные. Очевидно, что бесплатные базы — это чисто тестовый материал. Там попадаются стандартные сливы со старыми паролями, которые уже могли раздать по сети все, кому не лень. Обычно эти базы не содержат свежих утечек, могут быть неполными, и заработок с них будет равен нулю. Платные же базы — это совсем другой уровень. За деньги можно получить что-то свежее и уникальное, иногда даже данные с приватных утечек. Чаще всего в платных базах гигабайт актуальных паролей, а еще связанные аккаунты, когда с одним и тем же паролем пользователи регистрируются на нескольких сайтах. Это мега-инструмент для тех, кто серьезно занят брутфорсом. Но и тут нужно быть осторожным, ведь немало баз продается под видом проверенных на валид и за сомнительно небольшую цену. А почему сами не перебирают эти базы и не выводят кэш забытых криптокошельков? Этому в данной ситуации можно попасть на скам. В мире, где каждая деталь твоей жизни может быть доступна за пару секунд, защита аккаунтов — это не просто паранойя, а чистая необходимость. Просто запомни, если последний раз ты менял пароль пару лет назад, считай, что он уже давно светился у хакеров. Оптимально менять пароли каждые 3 или 6 месяцев. Это же не так сложно, зато помогает сбить с толку тех, кто мог накопать данные с прошлых утечек. Как лайфхак, используй менеджеры паролей. Они напомнят тебе, когда пора обновиться, и помогут сгенерировать что-то посложнее, чем обычный твой пароль, состоящий из твоего имени и цифр 1, 2, 3. Самая жесть начинается с того, что многие юзеры даже не задумываются о безопасности. А вот типичные ошибки, которые гарантируют, что тебя взломают быстрее, чем ты успеешь сказать «да как так-то». Пароль как слово из словаря, все, что легко запоминается, легко и взломать. Всякие паспорты и админы или твое имя в сочетании с датой — это как автоматом подписаться на взлом. Один пароль для всех аккаунтов является той же проблемой. Если взломали один аккаунт, считай взломаны все, где ты юзаешь этот же пароль. Минимальная длина пароля в виде пары символов типа 1, 2, 3, 4 — это для детских игрушек, но никак не для серьезной защиты. Твой пароль должен быть непредсказуемым, длинным и странным, как твоя любимая группа в начале карьеры. Но одного пароля сейчас мало, как и одного замка на двери. Двухфакторка — это must-have для нас с тобой. Если есть опция туфа, включи ее сразу, даже если пароль спалится, без второго кода взломщикам не пройти. Регулярные обновления софта также могут спасти. Да, иногда кажется, что реапдейты, но только для тех, у кого есть время, но они реально закрывают дыры в безопасности. Если думаешь, что взлом — это для избранных, ошибаешься. Хакеры не выбирают жертву по значимости.
Любой юзер с пробитым паролем – отличная добыча для продажи данных. Поняв базовые риски и принципы защиты, ты снижаешь шансы оказаться на крючке. Риски – это не какая-то хакерская магия. Все зависит от простых вещей, где ты выводишь свои данные, как часто их обновляешь, как ты за ними следишь. Понимание этих моментов прокачает твою защиту. Имею надежду, что видео было не столь долгим, ведь я вкратце объяснил суть брутфорса как такового вида взлома, и видео стало действительно полезным. Ставь тыкалку вверх, подписывайся на канал и делай репост своим друзьям. До встречи!